Всем добрый день, мои друзья и подписчики! В этом ролике я встретилась с девушкой, которая переехала из Беларуси в Польшу полгода назад. Мы с ней поговорим, постараемся ответить на основные вопросы, которые очень многих людей волнуют, тех, кто только собирается переезжать или недавно переехал. Обсудим какие-то волнующие темы. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и, конечно же, ставьте лайк и пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы ни в коем случае не пропустить новые ролики. Всем привет! Меня зовут Алина. Мы живем в Польше с сентября, и в этом видео я хотела бы поделиться с вами тем, как мы строим свою жизнь здесь. Для этого я пришла на интервью к замечательной Тамаре, от которой я узнала еще до переезда в Польшу, потому что смотрела ее ролики, вдохновлялась и пыталась представить себе, каково жить здесь, и правильно ли мы приняли решение, что выбрали именно Гданьск. Пойдем болтать? Да. Алина, Да. вот мы с тобой встретились в таком чудесном, красивом месте. Я так поняла, ты здесь первый раз. Да. Как тебе? Обалденно. Мне еще с точки зрения архитектуры и дизайна. И я в таких местах еще не была, поэтому супер. Обожаю такие всякие. Такое место мы сегодня шикарное выбрали для интервью. Ну и давай сначала, как обычно, первый вопрос. Почему ты здесь? Мы, наверное, как многие, переехали в поиске лучшей жизни, но не сказала бы, что это один из основных факторов. Наверное, все же поиск себя, мы назовем это так. Уехали мы достаточно давно, уже 1,5 года назад. Сначала мы поехали в Германию. Были там достаточно такой продолжительный период времени. И нежданно-негаданно муж нашел там работу за месяц. Мы решили там остаться. Мы поехали к моей тете. Поэтому этот переезд был достаточно такой комфортный. Она живет в Германии. Да, она живет в Германии, она вышла замуж за немца, и у них свой дом, и они нас позвали на, можно так сказать, на передохнуть. Вот, потому что переезд с маленькими детьми, у меня маленькие дети, был так себе, решение такое достаточно смелое, я бы назвала. На момент переезда младшему не было года. Ну да, маленькие дети. Старший было 4,5. Вот, и случилось, как случилось. Мы поехали в Германию, нашли там работу, муж нашел, и решили, что мы будем подаваться на визу. Это можно сделать из Польши. И муж поехал в Польшу, начал оформление. Там нужно пройти через определенные условия для того, чтобы тебе дали визу в другую страну. Не обязательно в Германию, в другую просто. Он это все прошел, и вот мы благонадежно уже расписываем всю свою жизнь, ищем квартиру, уже приезжают мои родители, мы посмотрели на города и на то, где мы собирались жить, и нам приходит отказ. Видите? На тот момент все подушки безопасности, которые у нас были, сгорают уже потихоньку. Это сколько времени прошло от начала переезда? Сколько вы там провели времени? Это, конкретно там мы не провели столько времени, но от начала нашего отъезда это прошло 9 месяцев. И заканчивалась виза, нам надо было принимать решение, возвращаться домой или не возвращаться домой. Ну, так как виза у нас была польская, мы поехали в Польшу. Так здесь мы оказались. Мы немного сменили локацию от шумных столиков в джунглях. Ну, давай, продолжаем. Так, мы говорили о том, что мы все равно собирались переезжать, и выбор на Польшу пал достаточно быстро, потому что, на мой взгляд, для интеграции именно Беларуси очень комфортная страна, мы очень близки по менталитету, у нас общая история, у нас похожие языки, белорусский и польский, много родственных связей. Я один из примеров, потому что я по происхождению полька.
Так выбор пал на Польшу. А скажи мне, пожалуйста, перебью тебя, в сравнении с Германией, тебе там нравилось, когда вы туда приехали? Ты хотела там оставаться, если бы получилось там и не пришел бы отказ, вы бы там остались, либо бы уехали? Ответ такой. Сейчас нам бы не дали отказ. Они изменили поправки в работе своих посольств. Если кому-то эта информация это будет полезна, сейчас Германия лишила посольства права решения. То есть раньше, когда ты подавала пакет документов, твое дело начиналось, они его еще рассматривали. То есть и могли принять решение, давать тебе или не давать. Как было в нашем случае. У нас были все, весь пакет документов нужный. У нас был контракт на работу бессрочный. Но все равно пришел отказ. И был отказ, потому что они посчитали, что образование мужа не к чему им привязать. То есть они это так обосновали. Да, это была одна из причин, да, они в письменном ответе. Сейчас они лишили посольства права этого решения, и поэтому и там еще много всяких поправок сделали, там снижение рубежа зарплаты, много чего. Подавайте смело, кто хочет. Вообще, у меня нет никаких претензий к немцам, как таковым. Такая очень интересная, прогрессивная нация. Они не просто так первая экономика Европы. Они очень любят работать, но темп жизни там несоизмерим с Беларусью. Белорусы, они из-за того, что живут выживая, мы привыкли вот к этой движухе, иметь несколько бизнесов, и делать там, и делать то, и делать все, и быстро вот это все решать, там, у тебя есть какие-то связи, ты быстрее смог выйти на какого-то нужного человека. Мы не говорим о каких-то коррумпированных схемах. Нет, абсолютно, даже про легальные. Просто все намного быстрее, потому что конкуренция намного выше, и ты не можешь себе позволить, допустим, к заказчику в строительстве, да, в отделке, например, ехать месяц. Ты не можешь себе этого позволить в Беларуси. Ты просто умрешь как бизнес. Ну, конечно, безусловно, если у тебя там огромный поток клиентов, но такое бывает на самом деле редко. Там на каждого клиента найдут. А в Германии нет. Там в Польше? Очень долго. В Польше, но Польша и для именно моей сферы деятельности была выбрана тоже, потому что Польша, во-первых, очень активно строится, очень активно развивается, и в Польше все немного быстрее. Во-первых, Польша, я не знаю, во сколько раз более диджитализированная, чем Германия. Серьезно? Хотя, казалось бы, это богатейшая страна, но там все это на таком ужасном уровне, там дорогущий интернет, дорогущая связь. Этот интернет есть не везде, он ужасно работает. А от этого как бы цепляется все. Все доставки, все быстрые тебе какие-то ответы по твоим вопросам. Про документы мы вообще молчим. Я вот не знаю, если честно, сколько надо прожить в Германии, чтобы вот Мономальски там стать своим. Я не представляю. Ты прожила уже в Польше 1,5 года, ты уже чувствуешь себя своей? Я прожила в Польше только полгода. Только Да. полгода? Мы были тут с сентября, поэтому, да, я тут совсем еще новичок, мы еще, можно сказать, не интегрированы от слова совсем. Тем более сейчас моему старшему сыну в апреле будет 6. Нам нужен зирубок. Это опять все кругом искать. Да, искать все, всех записывать, ходить. Малыш наш, ему 2,5, он никуда не ходит, мы с ним сидим дома. А сейчас он с кем, с папой? Да, сейчас с папой. И да, все, начинаем опять сначала. Ну, то есть пока еще не можешь сказать, что ты прям довольна Польшей, что ты тут остаешься. На сегодняшний день я довольна Польшей, и на сегодняшний день я в ней остаюсь. Знаешь, мне кажется, никакой из белорусов не может сказать о своей жизни что-то на перспективу больше, чем пару лет. И это и то хорошо. Мы привыкли мыслить вот такими категориями.
Вот для меня это пример того, когда ты устраиваешься в Европу на работу, и тебе говорят зарплату на год твою. Да, в Беларуси так не говорят, только на месяц. Потому что ты не продумываешь свою жизнь так далеко. Вот. И на сегодня нас устраивает все. Безусловно, интеграция — это очень сложный процесс, и мне, если честно, немножко непонятные вот такие высказывания, когда это все, у меня все так круто, все шикарно, так было все легко. Мне это не про меня. Интеграция — это сложное время, это очень много нервов, это очень много сил. Ну и самый, наверное, для меня сейчас момент, который есть в моей голове, и пока меня не отпускает, это волнение о том, что я навсегда, если останусь здесь, навсегда останусь человеком, который говорит не на том языке, который говорит в этой стране. И вот так, на самом деле, так много где. Да, можно сказать, везде. В Германии точно так же, там очень много переселенцев, очень. Мы можем взять Латвию, с которой где я родилась. У меня там сестра, у меня там была тетя, они говорят на русском. Там вообще, там граждане, Ну, язык они не знают. Знают, да, конечно. Они же учат его в школе. А ты? Нет, я не знаю. И они тоже живут как бы в этой реалии теперь, что они говорят уже не на том языке, на котором должен, условно говорить, гражданин. И вот это меня немножко ставит в такое положение, что как будто я все равно не своя. Мне говорят друзья, что это пройдет. Ну, всех, наверное, по-разному. Наверное. Может, это мой просто загон, может, мне нечем больше другим загнаться. Я выбрала этот. Не знаю. На самом деле, все показатели Польши, которые вот я смотрю, и с экономической точки зрения, с образовательной, они удовлетворяют меня на все 100%. Я недавно прочитала, что это 4-я экономика Европы, 22-я в мире. Лучшие показатели всех постсоветского пространства экономические. Да, то, что нам детские подняли на 60%. Ну, я просто помню поднятие на 1%. Где? В другой стране. Я в своей не помню вообще никаких. Это как бы, знаешь, как кость тебе. Вот лучше не поднимать вообще, чем вот эти какие-то странные подачки. Ну, это ли не показатель? 60% это ли не И показатель? для людей, которые только полгода приехали, да? Вообще, ну, для Да, всех. ну да, я имею в виду, что Да. даже если ты не гражданин, даже если ты там вообще не поляк, твои дети тоже не Слушайте, поляки, и ты недавно приехал, да? Вообще, по отношению к иностранцам, конечно, в белорусской повестке все иначе. Ну да, в российской тоже. Здесь я не столкнулась ни разу. Не столкнулась ни разу ни с каким ущемлением ни моих прав, ни то, что я говорю на русском. Вот мы сидим с тобой в большом заведении, где вокруг одни поляки в бизнес-центре, в польском, мы говорим на русском громко, все спокойно, на нас даже никто не смотрит. Ну, потому что таких, как мы, здесь очень много. И на самом деле, насколько я слышала, поляки, я могу сказать про белорусов, любят с ними работать, нанимать их. Возможно... Напишите, пожалуйста, в комментариях, правда ли? Да. Напишите. Но, конечно, есть момент с зарплатами, но если посмотреть на точки зрения тебя как бизнесмена, безусловно, ты хочешь этим пользоваться. В Беларуси точно так же. Когда у нас случались множественные кризисы экономические, у нас всем не повышали или понижали зарплаты с ответом «не хотите, уходите». Так, это не только Польша такая, такие все бизнесы, наверное. Но в то же время тут очень много перспектив, потому что все же уровень сервиса, который можем предложить мы, белорусы, украинцы, русские, как мне кажется, тоже. Я в России была 2 раза в своей жизни, наверное, но работала много с русскими компаниями. Мы можем предложить уровень сервиса немножко другой, получше, как мне кажется. И в этом мы выигрыши здесь. Поэтому, смотря в какой нише ты работаешь,
Мне кажется, Польша очень перспективна. Слышишь? Птицы слышишь? Да, классно, да? Это искусственные звуки? ты Думаю, да. думаешь? Думаю, да, иначе они гадили бы нам в кофе. Что это такое? Это попугай. Ну, Типа. Обалденно. Ален, в свете того, что ты рассказала, хочу у тебя спросить про язык. Все-таки польский. Учите ли вы его? Понимаю, что всего полгода здесь, но какие-то уже успехи есть у тебя, у детей, у мужа? Как вы общаетесь, помимо российского? Я учила язык, когда... Погромче. Я учила язык, когда подавалась на сталый побыт. Учила его достаточно активно, ну, а на данный момент я учу его раз в неделю с репетитором. Вот это и есть мой язык. Но я так понимаю, если ты подавалась на сталый побыт, ты должна уже довольно нормально разговаривать. Ты Ну, же сдавала возможно, да. экзамен на польском. Да, да. Ну. Ты там не сдаешь экзамен, ты там проходишь собеседование. Но да, все равно но на польском языке. Да. Ну, то есть, получается, ты нормально разговариваешь. Я думала, ты вообще Ну, я не чувствую доведение. Я не чувствую уверенности в польском языке от слова совсем. Вот если меня особенно погрузить в какую-то экстремальную ситуацию, мне кажется, что я из нее не выкарабкаюсь. Это будет только бэка-мэка. Но все же, если я вот так, знаешь, по ходу куда-нибудь подготовлюсь, то есть я продумаю свою речь, буду понимать, что мне надо сказать, какие вопросы могут возникнуть. Это все про детей, кстати, про садики, про поликлиники. То есть у меня есть всегда подготовки того, что я должна сказать. Ты записываешь? Да, я записываю. Да. Один был такой момент, когда я шла к врачу, у меня был такой серьезный достаточно вопрос, и я просто ему написала, вам лайфхак, я просто ему написала список всего, то есть что со мной было, какие у меня были симптомы, когда что случилось, что у меня было до этого в анамнезе. А он тебе в ответ тоже написал? Нет. Я, во-первых, не знала, говорит ли он на английском, потому что я говорю на английском хорошо. Ну, и чтобы не рисковать, я просто записала ему все, чтобы не упустить в тот момент. И все, я ему дала эту бумажку, он прочитал, и дальше мы уже строили дальше диалог. Ну, вот в такие моменты. Дети у меня не учат язык вообще. Младший, мне кажется, что все начнется в саду. Он, в принципе, только начинает говорить. Поэтому куда ему... Мы вставляем какие-то фразы в наш разговор, но специально, так мы не смотрим какие-то специально, он не смотрит мультики, ничего, поэтому особо пока мы на этот счет не паримся. По старшему сыну, ему почти 6, он говорит на польском такие совсем простые слова, он ходит уже полшколы в сад, в частный. Когда я задавала вопрос, нужны ли ему какие-то дополнительные курсы, преподаватели говорили, что нет. Он достаточно хорошо схватывает. Такой он у нас коммуникабельный мальчик, поэтому для него, как мне показалось, в этом не было какой-то необходимости в курсах. Но все же, так как у нас зерубка приближается, я думаю, что все-таки надо на какие-то курсы походить. И, конечно, когда он видит русскоязычных людей, для него это как, этот человек говорит на русском, он не может им надышаться. Он такой очень общительный мальчик, и я уже ищу для него всякие такие разные курсы, кружки, чтобы там были русские дети, не потому что хочу это как-то языком поддержать, а просто он в этой среде расслаблен и общается очень открыто, очень радостно. Чувствую такое, знаешь, когда все время в холодной воде, вот постоять немножко в теплой, а потом опять идти в холодную. Приходи к нам, к Родиону. Обязательно. Практически ровесники. Да, обязательно. Он его и польскому научит, и на русском поговорит. Мы нашли, кстати, театральную школу русскую, как оказалось, даже белорусской. Там Мамасита? Нет? Нет, я потом пришлю. Могу оставить ссылочку, если интересно. Девочка вообще из Бориса, из моего города, где я жила полжизни белорусской своей. Очень крутое актерское мастерство. Помимо актерского мастерства им ставят речь, они там всякие артикуляцию изучают. Очень здоровское место. Мы там побывали совсем чуть-чуть, потому что опять заболели в 877 раз. И вот так. Муж у меня ходил
на курсы активно, на оффлайновские, но потом все же решил сделать упор на построение бизнеса, и поэтому немножко от этого отошел, но тоже будет в этом возвращаться. Сейчас просто нет на это времени. Но да, Мгм. ходил. Мгм. Учитывая, что у тебя 2 детей, хочу спросить такой важный вопрос о медицине в Польше. Вот с чем ты уже столкнулась, что-то можешь сказать по этому поводу? Я много с чем столкнулась. Я не знаю, может, это просто мои дети. У меня дети болеют просто нон-стоп. Не знаю, у нас было все от зубной боли до бесконечных соплей, ушей и тому подобное. И практически везде, нет, не скажу, что практически везде, наверное, 60% всех походов это были по страховке НФЗ, Мгм. по государственной страховке. А куда вы ходите Чем по очень страховке? В обычную поликлинику или в какой-то Я медицинский записываюсь центр? просто к врачу. Ты выбираешь врача, любого, и звонишь в любую клинику и говоришь, я хочу к вам прийти по То есть вы НФЗ. никуда не прикреплялись? Прикреплены. И Несмотря на ходите то, все что ты равно в прикреплен. разные места? Да, потому что не в каждой пешеходне есть все врачи. Мгм. Если врача нет, даже это тебя ни к чему вообще не обязывает. Ты просто... Все звонки, которые у меня были, я просто звонила и говорю, что хочу прийти к вам по НФЗ. Все. И тебя записывают. Ты даешь свой песель, свои данные, и на этом все заканчивается. Вот. Все врачи, которые мне попадались, что бесплатное, что платное, это был просто топ. По отношению к детям, по рекомендациям, по самому осмотру, который был. Сказать, что платные и бесплатные чем-то отличаются, я бы не сказала, потому что в большинстве своем все врачи принимают как платно, так и бесплатно в Польше. Ты можешь просто по счастливой случайности записаться на бесплатных, все. Конечно, безусловно, на бесплатное это сроки, иногда, и то не всегда. Вот, допустим, мой муж пойдет сейчас к семейному доктору, запись была там через 2 дня. Ну, конечно, это не на следующий день, как это могло бы быть с платным врачом в этой же клинике. Ну, думаю, ничего критичного. Конечно, когда это критичный момент, ты можешь поехать в СОР, но мы там еще не были ни разу. Ну и слава богу, надеюсь, и не побываете. А скажи, пожалуйста, в сравнении с Белоруссией, что? Бесплатная медицина в Беларуси оставляет желать лучшего. В бесплатной медицине в Беларуси хорошее отношение к очень маленьким деткам и к беременным неплохое, но, опять же, не везде. Но в то время, когда мы уезжали, ситуация становилась все хуже, врачей было все меньше. Чтобы вы понимали, мы не могли оформить справку в САК. Почему? Потому что некоторых врачей просто не было в штате, в поликлинике. И тебе надо было идти платно, и там... Ну, я думаю, сейчас ситуация еще хуже уже, да? Еще за... Да, еще больше увольнений, еще больше иммиграции. Не могу сказать, что там сейчас, но когда мы уезжали, было все не так уж радужно. И медицина здесь меня устраивает на все 100, кроме вот этого момента со сроками. Вот есть небольшой такой нюанс, допустим, с прививками. Тут есть некоторые прививки, которые не являются обязательными в Беларуси. У нас их не было у старшего сына. Здесь они обязательны. Одна была. И вот из-за болезни у нас был перенос, и перенос был аж через месяц. Сама пани, которая нас записывала, была тоже этому удивлена, но, тем не менее, есть как есть. Является ли это таким неудобством, чтобы прям сетовать на эту медицину? Ну, не сказала бы. Возможно, я просто пытаюсь найти только плюсы в этом. Ну, значит, так оно и есть. А вообще ты позитивный человек? Хотелось бы сказать, что да. Ну, мне кажется, что больше да, чем нет. Но... Ну, на 100% не уверена, да? Ну, ты сможешь быть объективной. Я к тому, что могу, но просто я именно позитивная, я во всем пытаюсь искать плюсы, поэтому мне даже интересно слушать какую-то другую точку зрения. Есть темы, безусловно, которые меня очень сильно триггерят, и мне очень сложно найти в нем позитив. А мы о них поговорим сегодня? Нет. Жаль. Это единственная тема, о которой мы не поговорим.
к сожалению, сейчас. Но я надеюсь, что мы с тобой встретимся не первый раз, и не последний. Еще первый, но не последний. И когда-нибудь Мы об этом обязательно поговорим. об этом с тобой поговорим. Хорошо. Алина, ты же говорила, вы живете в Ясене, да? Да, Почему там? в самом ненавистном районе. всем. Почему? Ну, все говорят, что нас воняет. Вас воняет? А у нас воняет. Ну, этот дискомфорт есть, естественно, в жаркую пору. Опять же, смотря с чем сравнить этот запах. Потому что в Беларуси я училась в университете рядом с мясокомбинатом, в детстве жила рядом с мясокомбинатом, и те запахи, которые издает этот завод, для меня намного более дискомфортные, чем запах от мусороперерабатывающего завода, который возле нас, именно который и эти запахи издает. Но на самом деле эти запахи ветрами от того, что мы живем возле моря, у нас много ветров, разносятся по всему городу. Иногда бывает у нас не пахнет, пахнет в центре, как говорят, или на Пшеможе пахнет. Для меня дискомфорт это как такового не вызывает. Тот уровень жилья, который у нас есть там, за те деньги, которые у нас есть, и это, можно сказать, что, наверное, один из немногих отрицательных факторов при выборе жилья именно в Ясени. У нас трехкомнатная квартира, 66 квадратов, такая евро-трешка называется, когда общая кухня-гостиная и 2 комнаты. Мы за нее платим 3 600 вместе с парковочным местом и вместе с подвальным помещением. Здесь подвал внизу. А плюс какие-то административные сборы? Ну там и что-то, женщин у и нас коммуналка. около 800, 900, где-то между этими И показателями. сколько в общем выходит? Ну, получается, можем округлить до 4 500 Ну, плюс плюс-минус. коммуналка. Да. Нет, 4 500 это Коммуналка. уже все. Да. Мгм. 3 600 это просто аренда с парковкой вместе с лазенькой. И потом уже сверху жилье. А транспортная вот эта вся развязка, добираться там куда-то в центр, вот со мной навстречу сегодня, это сложно? Либо вы Ну, там находитесь там и особо никуда не въезжаете? Вообще, смотря куда. Мы живем возле Кольцевой, и на машине это, супер комфортно. Иногда мы можем доехать до моря быстрее, чем кто-то из центра, да, когда это пробки, когда это час пик. Но вот доехать до центра, это, конечно, час. Это пересадка, нет даже прямого транспорта. Да, это больше дискомфорт, чем комфорт. Мне хотелось бы жить поближе. Мне нравится Пшеможе район, и Олива, конечно. Но время покажет. Пока нас устраивает то, где мы живем. Он такая удаленный, достаточно тихий и достаточно новый такой центр. Ну, там есть все, что нам нужно. Магазины, все есть. Магазины, аутлет с нами рядом, Кей недалеко, 10 минут, аэропорт 15 минут, сады, поликлиники, есть все. Поэтому, да, нас устраивает. Единственное, вот этот момент запаха. Ну и момент того, что ты не можешь позволить себе в одну из прогулок выбрать поход на море или поход в старый город, да. Вот этого мне не хватало, когда именно мы переезжали в Гданьск, а ориентир был именно на то, что можно ходить и наслаждаться вот этими красотами старого города и красотами моря, и получается, мы не можем этого сделать, не приложив, хорошо, не титанические усилия, но какие-то дополнительные усилия. Потому что 2 маленьких детей, если это не на машине, то это надо на транспорте, это надо его менять. Но, тем не менее, именно транспорт общественный развит в Гданьске очень круто, мне нравится. Намного лучше транспорт именно трамваи развиты, чем в Беларуси, с чем я могу сравнить. Конечно, нет метро, из-за чего страдает мой старший сын, но, тем не менее, вот СКМ они и на чем я сегодня ехала, тоже региональные, да. Все это компенсируется этим, поэтому именно общественный транспорт развит очень круто, но дороги это отдельная боль, как по мне. Со мной не согласятся некоторые мои знакомые в Гданьске, но я читала о том, что жилые комплексы в Гданьске не обязывают обустраивать инфраструктуру именно дорожную вокруг себя. Им достаточно сделать дорогу до основной дороги, и все.
И вот для меня вот это вопрос. Конечно, когда в Минске строятся какие-то комплексы, то в них есть много въездов, там все очень продумано. Вообще в Минске очень крутые дороги, очень крутые развязки. Здесь же иногда, с 2 до 5 в нашем районе это просто одище какое-то. Очень много круговых движений, которые очень сильно стопорят движение машин. И мне иногда быстрее дойти, чем доехать на автобусе или на машине. Мне быстрее дойти, но это же... У нас нет машины, нет проблем. Возможно, в этом, да, есть свой плюс. И вот мне казалось бы, что нужно бы как въезд, допустим, въезд в Гданьск с нашей стороны, со стороны Ясеня, это просто вот такой съездик, то есть никакого там Гданьск, да, никакого громкого названия, ничего, ты никогда не видишь, просто с трассы съезжаешь на какую-то узенькую двухполосную дорожку. Я думала, что должно бы быть в таком областном городе, считаю, это можно назвать, да, областным городом. Не можно, это является один из основных городов, не считая столицы. Поэтому меня это удивило в первое время. Также меня раздражает жутко, в центре такого нет, но у нас на районе практически везде тротуарная часть только с одной стороны. И она меняется. То есть ты идешь с одной стороны, тебе надо потом перейти, чтобы идти с другой. Просто у тебя нет здесь тротуара. И вот это раздражает. Особенно, когда ты с коляской. Ладно, когда ты один, но когда еще с коляской или с детьми, тебе постоянно вот эти змейки надо делать. Чтобы скучно не было. Да. А скажи, вот ты упоминала мне, что вы думаете ипотеку, может быть, брать. Какой бы это был бы район? Или, может быть, пока еще нет? Мне... Естественно, как многим очень нравится Гарнизон, но есть мнение, что жилье там неоправданно дорогое. Мне не очень нравится Гарнизон. Мне нравится он очень. И локацией, и визуальным контентом, который я там вижу с архитектурной точки зрения. Опять же, мы не изучаем, мы будем... Так как у нас очень опыт большой, так как мы можем проанализировать именно само пространство, скорее всего, это будет... больше упор на пространство. То есть, безусловно, это будут некоторые из районов, которые мы для себя определим, но основной момент будет само пространство, которое может застройщик будет предложить за ту или иную стоимость. Потому что, по сути, я не склонна выбирать жилье по району исключительно. Мгм. На самом деле Ясень отличный район, и цены там замечательные. Если тебя не напрягает этот запах, почему нет? Там очень удобно выезд на Кольцевую, ты объезжаешь все эти пробки. Мгм. Есть разные плюсы и в одном, и в другом. Конечно, хотелось бы жить поближе к морю, но только ради этого платить X2 я бы не хотела. Не вижу в этом просто смысла. По мне, лучше ты вторую машину купи и туда гоняй. Но, с другой стороны, если рассматривать это как инвестицию, то, естественно, более лучшая локация принесет тебе больше доход в будущем. Все это надо взвешивать, грамотно продумывать. Для этого у нас есть тот опыт, который у нас есть. Давай, наверное, сейчас поговорим на ту тему, ради которой мы здесь сегодня собрались. Хочется поговорить о твоей работе, о бизнесе, о том, как ты тут, еще не интегрировавшись в Польшу, уже работаешь, что это тебе приносит, как у тебя это получается, учитывая, что у тебя двое маленьких детей. Рассказывай, всем очень интересно это. Я работаю дизайнером интерьера. Я в этой нише уже больше 6 лет. Очень люблю свое дело. И, наверное, это мне помогает вот сейчас, потому что интеграция проходит именно в этом бизнесе достаточно сложно, потому что есть много всяких нюансов. Вообще мы выполняем вместе с мужем весь перечень услуг. То есть, грубо говоря, любой из объектов под ключ. Мы его проектируем в дизайне и реализуем. Наша такая совместная деятельность. И на данный момент из-за того, что я не уверена в своих силах по поводу ведения переговоров именно с поляками, потому что там должен быть технический язык. Но, возможно, опять же, это просто до первых 2 встреч. Возможно, я слишком себя недооцениваю, но в
все равно у меня есть вот этот страх начала. Я буду благодарна любому первому поляку. Я готова ему сделать заказ за полцены, лишь бы у меня был вот этот опыт. Я Алины контакты все оставлю под роликом. Если бы лишь бы у меня был вот этот опыт работы именно здесь. Я делала здесь заказы белорусам уже. Сейчас я делаю очень крутую квартиру в Варшаве для холостяка. Это, да, для белоруса, но он очень давно здесь. С 15-го года, если я не ошибаюсь. Он поляк. Он уже со мной говорит польскими фразочками, некоторыми словами. Он не может даже вспомнить русского слова такого. И вот очень такой характерный признак для меня. Долго здесь человек или нет живет, ударение в слове. Когда даже в русском языке они уже меняют ударение на предпоследний слог. Ну, в общем. И все, что я делала для того, чтобы продвинуть себя в Беларуси, все надо сделать здесь с нуля. Вся реклама, все контакты. Из-за того, что нету польского, но у меня есть английский, которым я могла бы компенсировать, но, опять же, я не знаю, как поляки отреагируют на это. Я не хочу... Хотелось бы оправдать их ожидания, и не хотелось бы их обмануть в плане того, что я, допустим, веду свой контент на польском, они со мной созваниваются, а я начинаю бэкать-мэкать, да? А ты, кстати, ведешь контент на польском? Я веду, и вот к этому подвожу, что веду контент я сейчас на английском, но у меня есть переписки польские. Тем самым я пытаюсь подготовить клиента к тому, что если его не пугает основная английская речь или мои ошибки в диалоге, когда я говорю на польском, вот я хотела бы не обманывать своего клиента. Поэтому я веду свой контент сейчас так. К чему это все приведет? Ну, я знаю, что язык — это просто проблема какого-то маленького отрезка времени, что это все решаемо. Самое основное в дизайне абсолютно не это. Поэтому буду очень рада. А как давно вообще в этом бизнесе занимаетесь? Я больше 6 лет, а мой муж, я даже не знаю, сколько лет. У него образование строительное, среднее специальное. То есть он после колледжа сразу пошел на стройку и прошел весь путь от плиточника сертифицированного до прораба и потом до своей компании в Беларуси, дизайнерской, строительной. Она, кстати, до сих пор существует, очень хорошо себя чувствует, зарекомендовала себя отлично, но когда мы уехали, мой муж в скором времени вышел из состава учредителей этой компании, собственников, и сейчас мы делаем все самостоятельно здесь. Возможно, у них получится что-то сделать параллельно, потому что я не принимала участие в той компании в Беларуси. Я вела свое дело, муж с партнером вели свое. Мы не были конкурентами, можно так сказать, были больше партнерами. Поэтому, если они будут вести здесь параллельно какое-то дело, я буду только рада. Вот. Второй бизнес у моего мужа — это веб-дизайн. Это начиналось как хобби для него, но у него достаточно клево получается, как по мне. И у него были такие сарафанным радио заказы, и продолжает поступать именно так к нему. Но тоже он будет интегрировать себя для польского рынка, для зарубежного, будет писать рекламу. Вот. И все, весь вопрос в бизнесе в том, это чтобы наладить рекламу именно под этот рынок, мне кажется. Когда ты понимаешь, где ты можешь взять клиентов, вот это все. Ну и, естественно, не обманывать клиентские ожидания. Как я уже говорила, ты должен предоставить ему тот уровень услуги, который ты презентуешь в своей рекламе. Ну, так здесь вы даете какую-то рекламу или еще ничего? Еще нет, потому что мы ждали... Во-первых, надо было открыть дело. Так как открыть ИП можно только с определенными видами документов, мы этих документов ждали. Вот они у нас появились у меня, и сейчас я это могу сделать, и смогла, и мы открываем. Ну, то есть, получается, вот только открываем. Да. Но все... У нас не продолжал поток заказов, только они были из постсоветского пространства. Это была Украина, это была Беларусь. В основном. С Россией как-то мне не получалось работать ни тогда, ни сейчас, ни по каким-либо причинам, просто поток клиентов так шел.
Плюс моя деятельность в Беларуси перешла на 2 декрета. Ну, это все так. А как это вообще, как это можно успеть совмещать эти два декрета? Ну, кому-то можно, кому-то нельзя. Ну, вот, всё получается. В ущерб себе, ущерб общению когда-то с детьми. У тебя спокойные дети? Нет, Ну, ты ночами сидишь. да. Ну, вот у меня была девочка, знакомая архитектор, она сидела ночами. Потому что я очнулась только, когда Родиону было уже 2. Ну, то есть вот я... Слушай, ну это супер. Это супер. Во-первых, я не умею так. Просто я сама по себе такой не совсем спокойный человек. Я не могу вот так сидеть, расслабленно. Мне все время кажется, когда у меня чего-то нет, мне кажется, что я что-то забыла. Надо сделать. А не у меня нет дел. Сама придумываю себе такие движения. Ну, мне так просто комфортнее. Не потому, что я там какая-то особенная. Нет, мне просто так комфортно. Комфортно работать. Я всегда это любила. И не то, что мне там нужна была какая-то независимость, но я всегда чувствовала себя более комфортно, когда я могла что-то в семью тоже принести. И поэтому это не по каким-то там причинам, просто мне так комфортно. И да, Не, просто по потому что это ночам, очень сложно. да, это сложно, Очень да. сложно. А тем более в другой стране, когда помимо этого еще других много вопросов, да, по интеграции, по учению языка и тому подобное. Да, это сложно. Вот о том я и говорю, что мне вот непонятно, когда говорят, что интеграция это да ничего, господи, давайте вперед, езжайте. Ничего-то сложного нет, это очень сложно. Это очень сложно. Иммиграция это очень сложно. Тут не надо жить в каких-то розовых облаках. Это сложный процесс, к нему надо подходить с огромной ответственностью, особенно вот едете с детьми. Но для меня самое основное, вот по Германии, мы с тобой говорили, там, допустим, дети не играют на улице почти никогда. У меня, ну, я не знаю, честно, чем они занимаются дома, наверное, я не знаю, сидят они в гаджетах или не сидят, без понятия, их просто нет на улице. То есть мы все, когда... То есть площадки там есть? Да, и они пустые. И когда у меня сын старший видел детей, он просто не мог именно дышаться. Он с ними хотел постоянно играть, но немецкие дети намного более отстраненные были от русской речи, намного больше, чем поляки. Намного. Это... Мы когда переехали сюда, он был просто счастлив. Он со всеми играл, со всеми общался. Потому что все равно русская речь, она понимается поляками. И так же, как польская, есть много схожих слов. И, тем более, это даже дело не в речи. Поляки для меня лично более открытые. Более открытые, да. И особенно дети. Для них это было просто супер. И не было никакой... Он играл и сам уже начал гулять. Даже я первый раз для меня был опыт, когда я отпускала его одного на улице, на эти дворы, и он там... А у него появились уже друзья-поляки какие-то? Он ходил на дни рождения. Ходил, да, Да, уже? у нас устраивали дни рождения вылазные, так сказать. Его приглашали 2 раза, он был очень счастлив, не мог поверить. Да, потом еще один мальчик, Виктор. У нас, кстати, в группе только один мальчик из Украины, и даже они, как можно говорить, не разговаривают на русском. И мальчик один Виктор, они ходят вместе на футбол, поэтому тоже дружат там. Ну, то есть уже все равно какие-то друзья уже появились. Да, предпочтение у него есть из-за того, что благодаря тому, что буллинг в Польше очень сильно пресекается, нет какой-то такой у него проблемы именно с точки зрения языка, к интеграции, просто, наверное, от того, что он не может в полной мере высказать какие-то свои эмоции, объяснить какую-то игру, но, опять же, это от ребенка зависит. Мой сын очень коммуникабельный и приходит домой и спрашивает: мама, а как сказать там магия? Я понимаю, что он копит эти слова для того, чтобы с детьми поговорить в саду. Ну, как-то объясняет какими-то другими словами, или все равно играет, несмотря на то. Ну, и опять же, я рекомендую всем, кто переезжает, обязательно проговаривать это с ребенком. Мы много говорили о том, что никто ему не желает там зла,
что ничего нет абсолютно страшного в том, что он не понимает, что он должен говорить, что он не понимает. То есть научить его каким-то базовым фразам, сказать, я не понимаю, я хочу, дайте, пожалуйста, ну, вот такими базами, чтобы он мог ими пользоваться и был спокоен. Вот эта фраза, кстати, я не понимаю, ну, отлично, просто когда какая-то непонятная ситуация, ребенок знает, что он может этим воспользоваться и знает, что взрослые на это как-то отреагируют, ну, помогут ему. И вот в какой-то момент у нас был такой небольшой момент, когда он не знал, что ему сказать в саду, и я ему объяснила по поводу этой фразы, и все, после этого у нас такие моменты шероховатые немножко сгладились. Но, опять же, никаких нет замечаний там от воспитателей о том, что с ним кто-то не дружит или он кого-то там обижает. Ну, такого ничего нет. И от него тоже. Ну, то есть ему комфортно тут? Ему комфортно, да. Мы у него спрашиваем, ситуация была в том еще, что у нас в Беларуси во втором саду, мы там были в 2 садах, и в последнем у них была очень дружная компания, очень. Я такого даже не встречала. Ходили на дни рождения друг к другу определенной компании. Там было 8 человек, и всегда они были вместе. Они очень сильно дружили. И он про них вспоминает. Все у него игрушки, когда он играет в Лего, все герои у него первое время были только этими именами этих друзей сада. Но сейчас потихонечку уходит, но все равно я понимаю, что он хочет, чтобы у него был такой друг, с которым он может, ну, вот все объяснить ему. И поэтому я вот очень хочу, чтобы у него такие друзья появились. Не потому, что ему сложно, а потому, что чтобы он смог расслабиться, чтобы у него был друг, с которым он знает, что раз в неделю, раз в 2 недели он с ним встретится, он наполнится вот этой всей полнотой общения, будет счастлив и с новыми силами пойдет дальше. Потому что я понимаю, что это вопрос просто времени, особенно у детей. Чем младше ребенок, тем легче эта интеграция. Да даже и не младше. У меня у подруги взрослый школьник, и тоже интеграция проходит достаточно хорошо. Даже мы сейчас вот виделись недавно, и он говорил, что он в школе лучший по каким-то предметам. Ну, это ж круто. Алин, а расскажи, пожалуйста, подробнее, что вы можете предложить клиентам из ваших услуг, потому что пока мы еще об этом не проговорили. Основная услуга наша — это дизайн-проект как частных, так и общественных помещений и его реализация, то есть ремонт. Но помимо этого мы можем предложить также оценку помещений по потенциалу, потому что, например, не каждые 100 квадратов могут вместить в себя столько, сколько те же 80, например. Есть очень продуманные планировки 80 квадратов, которые будут вполне достаточно, и абсолютно бесполезные 100. Но в тот же момент человек переплачивает за эту квадратуру, а потом просто живет с огромным коридором, и вот не знает, что с ним сделать. И вот мы делаем такую оценку, мы делаем несколько планировок возможных этого помещения. Допустим, человек приходит в какое-то агентство, у него есть определенный запрос, мы хотим квартиру такой-то квадратуры, 100 комнат, и ему предлагают варианты. Эти варианты он может спросить нам, и мы в течение дня сделаем ему несколько сценариев этого помещения, как оно может выглядеть, именно подобранный к образу жизни этой семьи, этого человека. И тогда он сможет уже более очевидное для себя решение принять. Полезная функция, на мой взгляд, потому что Гданьск такой очень застраиваемый сейчас город, и не только Гданьск, и Варшава, и Познань. Жилье не самое дешевое, и, конечно, нужно подходить с толком, да, и мы помогаем просто сделать более правильный выбор. И, естественно, реализовать этот проект. У меня уже очень большой опыт в этом. Он следит за всем, чтобы все выполнялось. Может сделать оценку тоже помещения. Например, мы приходим в какое... Даже если это... Даже не даже, а особенно если это вторичная недвижимость, он может произвести оценку на месте, что нужно сделать здесь еще, какой косметический ремонт или нет, здесь надо произвести, что здесь надо заменить. И тоже человек понимает, сколько ему еще надо в это жилье будет вложить. Тоже такую функцию мы можем предлагать. И, наверное, вот так.
Ну и в конце там скажи там что-нибудь, обращайтесь, там, тролливали, ну что-нибудь такое, как бы, чтобы было еще раз. Или там скажи, Тамара оставит там контакты. И Тамара оставит мой контакт в описании к ролику, и я буду очень рада с вами поработать. Обращайтесь, пожалуйста. Да, особенно мы ждем польских клиентов, да? Польским клиентам я дам дополнительную скидку. И вообще, я хотела бы анонсировать, что любому клиенту с канала Тамары я дам 10% скидку. Просто ему надо будет сообщить, что он от Тамары. Что он посмотрел этот Да. шикарный ролик. Ну, супер, отлично. Знаешь, что туда можно пройти? Нет. И нежданно-негаданно мы оказались в джунглях. И вот мы плавно перетекли к теме друзей. Друзей на новом месте. Друзей, которые у тебя, может быть, тут были, или которые появились, или о которых ты мечтаешь. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, вообще, белорусская диаспора достаточно сильная в Польше. Когда мы еще сюда не переехали именно в Гданьск, я состояла в белорусском чате, общем, польском. Очень много полезной информации ты там можешь найти, ответы на любые твои вопросы, и тебе всегда помогут. Вот у меня не было ни одного вопроса, по которому я бы ответа не получила. И со временем вот в такой легкой форме общения там сложился у нас небольшой круг людей, с которыми мы общаемся, и я уже так могу, наверное, со смелостью сказать, что дружим. Очень, конечно, этого не хватает, когда ты уезжаешь с места, где ты провел очень много времени, и больше всего мы с семьей, безусловно, скучаем по людям в Беларуси, но здесь мы сдружились с ребятами и компенсируем, наверное, все то общение, которое необходимо было личное, потому что все равно тебе хочется какого-то личного контакта, не просто быть в сообществе, где ты можешь задать вопрос про поликлинику, и тебе на нее дадут ответ, а высказаться обо всем, обсудить любые новости, спросить совета, встретиться, поболтать. Для меня, когда первая встреча прошла, это был как глоток свежего воздуха. У меня давно ее не было, больше года прошло с того, как я не собиралась в каких-то компаниях. Мы посидели так здорово, пообщались. Да, дружим. По поводу друзей из Беларуси, у меня есть много друзей в Польше, но никого нет в Гданьске именно из моей компании прошлой. Есть в Познане подруга близкая, есть в Варшаве. Поэтому мы к ним только ездим, перебежками такими встречаемся. Вот, и могу сказать, что все в нахождении новых общений зависит конкретно от человека. Здесь много людей, открытых, веселых, интересных. Конкретно в нашей компании люди абсолютно разного статуса, положения, возраста. Ну, как мы знаем, наверное, какие-то сложные ситуации где-то людей объединяют и делают их более сплоченными. Так, наверное, случилось и с белорусами. И мы в большинстве своем взглядах схожих. И, наверное, поэтому у нас получилось так прям сблизиться. И очень здорово. Не имею недостачи русскоязычного общения. Наверное, благодаря ребят. Ну, это очень круто, потому что даже у девочек, вот с кем я уже общалась, с этим проблемы. Если особенно работа дома, какая-то, Да. такое, то есть не хватает общения, может быть, не хватает смелости, например, куда-то пойти и начать знакомиться, даже там на какую-то встречу, да, тех же белорусов тоже, может быть, не каждый человек готов Согласна с идти. тобой, согласна. Поэтому у многих проблема. Это очень классно, что у вас уже полгода прошло, и у вас уже и друзья, и все это отлично. Осталось дождаться польских Ну, друзей. знаешь, вот, да, я когда смотрела разные интервью,
видела разные мнения о том, где каких друзей искать. Если честно, мы нигде специально друзей не ищем. Не выбираем их по национальному признаку. Ни по какому признаку не выбираем, кроме... Да даже, на самом деле, политические взгляды не влияют на то, друг ты или не друг. Но, опять же, есть очень такая тоненькая грань различий мнений. Есть люди, которые думают иначе, но при этом не несут никакой негативной повестки, например. Просто это такое их мнение, и они очень давно, например, живут в других странах, очень далеко ушли от эпицентра конфликта любого, и поэтому имеют какое-то свое, может быть, чересчур спокойное, на мой взгляд, мнение, но, опять же, это не влияет на восприятие мной этого человека конкретного. Везде можно разбирать все более масштабно, более крупно. Поэтому, если у меня когда у меня появятся польские друзья, я буду только счастлива этому, безусловно, потому что это будет очередной показатель интеграции для меня лично. Так что, кто хочет с Алиной дружить, Да, без контакты проблем. Алины есть. Единственное, что Заходите, да, пишите. для меня, наверное, сейчас топ-1, если мы говорим про коммуникации, это наладить коммуникации для детей. Мне очень хочется, чтобы у моего сына появились друзья, но, опять же, не те, которые я для него выбрала, это будет абсолютно его выбор, но ему этого не хватает, я это вижу, и вот я стараюсь звать, наверное, людей на встречу, у которых есть тоже детки, для того, чтобы детки подружились, пообщались. Я надеюсь, мы с тобой встретимся с детками тоже, поиграем, гуляем. И вот для меня вот этот момент более напряженный сейчас, чем мое личное общение. Потому что когда ты взрослый человек, ты просто делаешь свой выбор, делаешь какие-то действия. Ты знаешь, что тебе нужно сделать, у тебя есть для этого ресурсы, и ты это либо делаешь, либо нет, и уже пожинаешь плоды. А ребенок же немножко в другом положении в этот момент. Поэтому тут уже больше родительская работа, мне кажется, должна происходить. Опять же, кто-то, как опять мы можем судить по другим видео, кто-то хочет этой интеграции полной, да, и не хочет, чтобы его ребенок общался с русскоязычными детьми по любым из причин. А кто-то только наоборот ищет там русскоговорящие только сады. русскоговорящие сады. Я такое вот тоже это мне слышала. не совсем понятно, потому что, на мой взгляд, у меня, конечно, нету возраста школьного ребенка, но, как мне кажется, чем ребенок младше, тем ему легче интегрироваться, тем раньше это нужно сделать. Потому что если ты погрузишь его в эту среду, когда начнется школа, то помимо этой интеграции, которой он должен быть заниматься сам, без тебя, он должен будет еще учить уроки, готовиться к экзаменам и тому подобное. То есть это для меня лично это тройной стресс. Поэтому я думаю, что многие недооценивают своих детей и излишне их оберегают. Если вы уже приняли решение переезжать в другую страну, зачем искать намеренно вот эти русские сообщества, мне непонятно. Возможно, конечно, я не права, и есть дети, которым не настолько дискомфортно, что переходит все в психологические проблемы. Возможно, так оно и есть, и, наверное, это выход, но все равно ты должен как-то тогда более плавное какое-то погружение, все равно водить его на какие-то польские мероприятия, знакомить его более активно с этим языком, а не постоянно уберегать его от этого как от чего-то, чего он должен опасаться. То есть это то же самое, как взрослому начать водить. Это же то же самое. Ты научишься хорошо ездить тогда, когда ты будешь один, и ты будешь на дороге. Все остальное, что тебе там говорили, отпускай педаль нежно, не дергайся, перестраивайся. Это все, это в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот когда ты погрузился сам в эти экстремальные условия, вот тогда и начинается настоящее твое обучение. Да, это дискомфортно, да, это неудобно, да, это психологическая перестройка, но именно это и есть тот момент, о котором люди должны подумать во время переезда. То есть не надо, я считаю, не надо ориентировать себя на то, что ты приедешь туда, где больше всего русских, русскоговорящих,
где есть русскоговорящие сады, мне непонятно, зачем этот переезд. Мгм. Знаешь, еще хочу спросить такой вопрос, который я у всех спрашивала. Насколько это было для тебя сложно вот в эмоциональном плане? Какие-то твои чувства, эмоции по поводу переезда, вот какие-то, может быть, первые дни или даже того, что вот сейчас ты ощущаешь и чувствуешь до сих пор, так как еще все-таки мало времени прошло. Твои дети также, может быть, муж. Вот как вы вообще? Как вы? Ну, можно начать с мужа, наверное. Муж у меня погружен в работу, в налаживание вот этой всей деятельности, и поэтому можно сказать, что не может расслабиться до конца, не может Мгм. насладиться этим городом, хотя все больше с каждым месяцем, можно так сказать, все больше он к нему открывается, и становится полегче. Конечно, ему не хватает сообщества, у него он состоял в бизнес-сообществе в Беларуси, ему не хватает этих диалогов, этих встреч, я это вижу по нем, спорта. Вся жизнь была размеренная, налаженная, конечно, это не может не сказываться. Если мы говорим о детях, то младший мой малыш вообще, мне кажется, не замечает этих Ваши перемен. странствия, да? Да, потому что ему всего 2,5, ему самое главное мама, папа, брат, и все. Это самое основное, что ему надо, и мне кажется, ему здесь комфортнее всего. По поводу старшего ребенка 6 лет, да, он скучает по своим друзьям, но чтобы у него были депрессии, я не замечала. Конечно, они бывают и скрытыми, ты не всегда можешь считать их. Возможно, накладывается все вместе сразу, и отсутствие коммуникации в полной мере из-за языкового барьера, смена локации, но так, чтобы он там замыкался в себе, плакал или там проявлял какую-то агрессию, так это тоже может проявляться депрессия. Такого у него не было. Мы стараемся, повторюсь, компенсировать ему отсутствие вот этого общения, проводим очень много времени вместе, ну и большое благо в том, что у нас 2 детей. То есть Мгм. они всегда есть друг у друга, и это больше плюс, чем минус даже для них. Хотя у нас дружные дети, нам повезло, они редко ссорятся, любят друг друга, и у них такая небольшая разница, 3 года. Что касается меня, ну, тут двояко, наверное, я бы ответила, потому что, с одной стороны, плюс в том, что я мама, и у меня нет такой возможности депрессовать. Мгм. Ну, я это осознаю, мне нужно показывать детям, что все хорошо. И когда ты себе даешь такие эмоциональные установки, то твой мозг как-то перестраивается. И, так сказать, чтобы у меня были какие-то депрессии, нет, их у меня не было. Скучаю по людям, скучаю еще, знаешь почему? Скучаю по тому, что я в Беларуси знала, как мне надо поступить в каждой ситуации, куда мне надо пойти, куда мне надо обратиться. Вот это иногда выбивает из колеи, и думаешь, я же там было так, вот я шла туда, я знала, что мне надо сделать то, я знала, что если нет, то мне надо туда. И вот это немножко расстраивает, но если ты можешь взять себя в руки, то ты берешь себя в руки. Вот я считаю, что нужно дать себе погрустить. Вот когда у тебя есть вот эта депрессия от переезда. Я не знаю людей, которые ее нету. Может, они как-то очень сильно сами не осознавая того, ее в себе подавляют, но мне кажется, ну как это? Ты просто все перекраиваешь, все меняешь. Это как в какой-то момент это как путешествие для тебя, когда ты только приехал, да, ты там на эндорфине таком, да, тебе очень все нравится, все такое разнообразное, красивое вокруг, но потом же ты все равно, когда сталкиваешься со сложностями, окунаешься в то, что у тебя таких сложностей возникает только из-за того, что ты переехал, и ничего, ни по какому другому причине, потому что ты не знаешь языка, потому что ты здесь еще на таких, грубо говоря, птичьих правах. Вот в этот момент появляется какая-то грусть. Но мне как-то удается с ней справляться, опять же, благодаря тому, что вот я понимаю, что мне надо держать в контроле, себя собранной, и от этого я такого сильного кого-то не ощущаю. По родным, по близким, да.
скучаю, и мы были очень близки, и до сих пор мы близки с семьей, у нас семья большая, но так как мы всегда жили на несколько стран, на Латвию, на Беларусь, то такой образ существования семьи для меня достаточно привычен. И, конечно, очень выручает видеосвязь. Это все отмечают, что когда ты встречаешься с человеком, с которым ты на видеосвязи общаешься постоянно, у тебя уже нету такого, как раньше у нас, да, было с сестрой и с тетей, когда мы только переписывались письмами. И когда ты видел спустя полгода человека, ты не мог на него насмотреться. Вот ты его видишь, вот какой он весь. Сейчас ты его видишь постоянно, ты знаешь, как вот меняются его черты, что у него происходит в жизни. Все это так сейчас доступно. И ты уже как будто, о, привет! Как будто, вот мы виделись вчера. Мы просто не трогали друг друга, но вот это единственное. Но есть люди, например, которые абсолютно не тактильны, да, и для них... Я понимаю людей, которые могут поэтому не тосковать. Я тоскую, но не настолько, чтобы вернуться. Мгм. Вот так я бы Мгм. сказала, наверное. Поняла. Отлично, спасибо за ответ. Смотрите, я Алину посадила в такое классное место под листочек. Скажи, пожалуйста, какие ты можешь дать, не знаю, советы, рекомендации, не знаю, может, что ты можешь сказать для людей, которые вот смотрят этот ролик и думают, ехать ли мне, уезжать или нет? Так сложно давать советы человеку, которого ты не знаешь, и мои слова не будут истинной на самом деле. Просто хочется сказать, что зависит все от того, насколько ты будешь сам открыт к стране, в которую ты приезжаешь. Чем более ты будешь открыт, тем быстрее ты интегрируешься. Очень сложно давать такой совет, допустим, интроверт, да, который всегда закрыт в любой стране. Таким людям будет сложнее, да, мне кажется, да. Пытаться с этим как-то работать, когда это взрослый человек, мне кажется, это смешно, даже перестраивать себя. Но все же я хочу, наверное, посоветовать и больше, наверное, убедить в том, что конкретно о Польше, если мы говорим, здесь нет той фразы, которая нас пугает, вас здесь никто не ждет. Польша очень открытая страна. Мне очень импонирует эта нация. Мне очень понятны их идеалы. У них богатая история. Я считаю, что это одна из самых великих наций на Земле, в Европе. Они очень через многое прошли, и их можно только восхвалять за это. Поэтому быть частью этой страны, мне кажется, это очень здорово, очень интересно. И именно это тебя и должно, наверное, направлять в этот момент. Если ты приезжаешь уже заранее настроен на то, как здесь будет сложно, так оно и будет, в принципе, мне кажется. Так никто здесь не оборачивается на русскую речь. Здесь не обижают русскоговорящих детей. Здесь не нанимают тебя на работу, потому что ты говоришь на русском языке, и у тебя белорусское, российское, украинское гражданство. Это все то, о чем нам рассказывают, сидя там. И здесь такого нет. Если вы боитесь именно этого, то не бойтесь. Вот такой я, наверное, дам вам совет. И все действительно здесь зависит от вас. Мир открыт, мир добр. И мне кажется, что сегодня, в сложном время, в котором мы живем, нужно ориентироваться именно на это, на доброту. Будешь добрый сам, и я верю, что доброта будет возвращаться тебе. И вот если ты живешь с таким принципом, то у тебя не будет здесь проблем, мне кажется. Отличное завершение нашего интервью. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что мы еще встретимся с тобой в одном из роликов и поговорим или что-нибудь устроим интересное. Да. Мы обязательно это придумаем. Но сегодня, я думаю,
скажем пока всем пока. Пока. До новых встреч. Чао.